Вот в такой коробке поставляется этот девайс. Взглянем, что внутри. Здесь у нас, конечно же, инструкция, которую мы выкидываем. Далее у нас идет проводочек номер 1. И это USB-C для подключения к компьютеру. Следующий провод это 3.5 джек для подключения, наверное, телефона или какого-либо другого устройства непосредственно к вот этому девайсу. Перейдем к самому интересному. И это танк G вверх ногами. Почему G? Потому что гуитар, гитарный. Есть басовый наверняка. Посмотрим, как он включается. Раз. Загорелись всякие разные светяшки. Металлический корпус. Небольшой размер. Аккумулятор на 3000 мА. А что еще надо? А надо нам огромный потенциал и огромный функционал. Что, собственно, здесь имеется на самом-то деле за такую цену? Рассмотрим, соответственно, его функционал. Для этого мы начнем с входов-выходов, что здесь имеется. Во-первых, это вход для гитары, разумеется. Следующий у нас вход как раз-таки для вот этого проводочка, чтобы подключить сюда, например, телефон. Но у меня такого телефона нет, так что, к сожалению, протестировать функцию эту я не имею возможности. Следующее у нас выход под наушники 3.5. Выход под джек 1.4, он у нас моно. Его обычно подключают либо в усилитель, либо также мы можем подключать его к себе в пульт, в линию куда-то. Туда-сюдашка вот такая. Это у нас вкл-выкл. И, соответственно, USB-C для подключения к ПК. Также есть скрытая дырка. Это сюда впаяли XLR. Если кто-то будет пользоваться этим девайсом, сразу же напрямую в пульт. Зачем же мне, как гитаристу, данный девайс? Как видите, я держу его в одной руке. Он совсем небольшой. Вы можете брать его с легкостью на репетицию, либо на какую-нибудь халтуру, на концертик. Если у вас карман большой, то можете его в карман вот так вот и погнали сразу же лобать. Вес, соответственно, тоже здесь совсем-совсем небольшой. Что мы получаем в таком размере и в таком весе? А это вполне себе полноценный гитарный процессор с функцией подключения его к компьютеру. Также мы можем записывать гитару на вот этот девайс, прослушивать то, что мы записали. Этим мы тоже займемся сегодня. Но сейчас рассмотрим внешнюю пока его сторону, то, что нам предлагают дизайнеры вот этого великолепного устройства. Хочется поговорить про функционал этого девайса и режимы, которых два. В первом режиме, в котором мы сейчас находимся, он называется пресет. С помощью этого режима мы переключаемся между абсолютно разными настройками педалей. К примеру, находясь вот в этом пресете под буквой B, я могу, во-первых, ее полностью выключить. Таким образом, у меня сигнал проходит сквозь весь этот девайс, никаким образом не обрабатывается. Нажимаю на кнопочку, и теперь у меня загораются какие-то штучки, которые настроены под эту кнопочку. Сюда перехожу. Здесь у меня сразу же загораются несколько разноцветных секций, которые отвечают за разные педали, которые нам дал производитель. Нажимая на какую-либо кнопочку, включая ее или выключая, я перемещаюсь между настройками, которые я запрограммировал под каждую кнопочку. Например, нажимая на букву D, я перехожу в тот режим, когда у меня горит 3 педальки, то есть 3 эффекта. Нажимая на кнопочку C, у меня по-прежнему 3 эффекта, но они могут быть совершенно по-другому настроены. Нажимая на кнопочку вот эту, на B, у меня уже только одна секция горит, вот красная цвета. И на следующую опять горят 3 кнопочки, которые я настраиваю тоже так, как я хочу. Второй режим, который здесь есть, называется Live. Чтобы в него перейти, нужно нажать одновременно 2 центральные кнопочки быстрым нажатием. Все лампочки загорелись, и теперь я могу настроить каждую педаль. Например, здесь у нас один эффект, я его захотел выключить, и этот я тоже захотел выключить. Все, я нахожусь внутри какого-либо
пресета. Чтобы вернуться назад в режим Live, я снова нажимаю две кнопочки, попадаю обратно в Live и вижу, что у меня обратно загорелись вот эти штучки. Как сохранить пресеты в этом девайсе, не используя телефон или компьютер? Очень просто. Для начала я выбираю пресет под буквой B, на который я хочу редактировать. Я вижу, что здесь у меня горит только красная секция. Соответственно, настроен только усилитель. Но я хочу сюда добавить, например, других еще функций, точнее, других еще эффектов. Что я делаю? Перехожу в режим Live. Таким образом, все загорается. Чтобы добавить какой-либо эффект, я нажимаю непосредственно на тот эффект, который хотел бы, например, на эффект модуляции. Нажал, настроил, послушал. Хочу сохранить. Сохраняем на пресет под буквой B. Нажимаем на эту кнопочку, удерживаем. Мы сохранились. Как убедиться в этом? Переходим снова в режим пресет. Нажимаем две кнопочки. Теперь, видите, у меня добавилась зеленая штучка. Проверяем еще раз. Нажимаем снова две кнопочки в центре. Переходим в режим в Live. Хочу добавить ревер сюда. Ревер у нас самое крайнее. Добавляю, настраиваю. Хочу сохранить вот сюда. Нажимаю, удерживаю. И перехожу снова в режим пресет. Обязательно опять два раза. Все. Теперь этот пресет у меня сохранен. Сюда, сюда, сюда. Я переключаюсь. Тоже разные пресеты. И этот пресет у меня имеет те настройки, которые я делал в режиме лайва. Хочу опять отменить. Убираю эти штуки. Сохраняю снова на пресет под номером B. Перехожу сюда. Все. Пресет B изменен. Подключим же этот мощнейший девайс к нашему компьютеру и послушаем разные пресеты, которые нам дает производитель. Для этого я воспользуюсь комплектным USB-C шнуром. Не забываем, что после подключения этого девайса к компьютеру нам нужно будет как-то его прослушивать. А прослушивать мы сможем его либо подключив к колонкам, либо, как я, использовать наушники. Первым делом нам нужно пройти на сайт и скачать программу для того, чтобы управлять этим девайсом с помощью ПК. Я думаю, что все справятся с установкой этой программы, так что я не буду рассказывать, как это делать. Она называется вот так. Запускаю программу, и она определяет наш танк. Нажимаем и вуаля, попадаем в меню управления. Что нам нужно сделать в первую очередь? Конечно же, настроить гитару. Попробуем. Угу, да. Кажется, в программе я никак не могу вызвать тюнер. Ну ничего, не беда, я могу сделать это руками, правильно? Нажимаю две кнопочки в середине и удерживаю. Таким образом я попадаю в тюнер. Настраиваем гитару. Гитару настроили, можно играть. Да? Нет, нельзя. Только двумя кнопочками я возвращаюсь из тюнера. Раз, две кнопочки. Далее я бы хотел поговорить про такую функцию, как loopback. Вот она, видите, включаю, выключаю. Эту функцию часто используют на стримах, например, для того, чтобы одновременно посылать сигнал с вашего компьютера и с гитары в выходной поток, то есть на свой стрим, например. Давайте посмотрим пример. Запустим для этого Reaper. В нем, разумеется, я должен обязательно настроить то устройство, с которого я буду прослушивать и записывать. Перейду в настройки, и сейчас, как видите, у меня стоит настройки моей звуковой карты. В данном случае мы должны переключиться вот сюда, Wave Out, и, соответственно, Input Device мы меняем на USB Audio. Выход тоже USB Audio. Все, нажимаем ОК. Далее я обязательно добавляю трек для того, чтобы записывать гитару. Чтобы ее, соответственно, записывать, нажимаю рекорд. И вот мы видим, что сигнал у нас имеется. Так, что же такое лупбэк и для чего он нужен? К примеру, ситуация такая. Мы хотим записать одновременно звук с компа и используем для этого минусовку. Вот я включил минусовку, и видите, здесь у меня сигнал сразу поступает. И если я нажму рекорд,
то у меня, соответственно, вот сюда будет записываться также то, что воспроизводится здесь в моей программе. Напоминаю, функция loopback включена. Запись идет. Поиграю на гитаре что-нибудь. Включим минусовку. Она у нас в ре миноре. Ага, замечательно. Соответственно, проиграв данную дорожку, мы услышим то, что у меня одновременно в ней записана и гитара, и минусовка. Вот такая функция loopback. Но обязательно нужно иметь в виду, что при обычной записи ее обязательно нужно выключить, иначе она также будет записывать все звуки с вашего компьютера. Имеем это в виду. Отключаем функцию loopback. Есть также вот такой switch, это bypass, то есть нажимая на него, в теории я могу снова добавить еще одну дорожку и записать абсолютно чистый сигнал гитара. Например, и потом этот сигнал я могу спокойненько обработать в своем любимом плагине. Что еще у нас есть в интерфейсе этой замечательной программы? Ну, разумеется, мы можем настраивать все ваши пресеты как угодно, крутя разные крутилки, которые здесь есть. Слева мы увидим секцию, в которой есть шумодав. Вот он, почему-то у всех здесь настроек ручки доходят не до 100, а вот здесь до 127. Здесь, например, до 128. Может быть, есть какой-то в этом смысл? Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Я не знаю. Но, anyway, Noise Gate здесь есть, и он вполне себе рабочий. Далее мы видим цифру 8 и написано ERCAB. Это значит, что у нас здесь возможность переключения кабинетов. Встроено их 8. Как мы понимаем, можно переключать все 8 кабинетов. Дальше ревер. Ревера у нас здесь всего 3. Раз, два, три. Вы видите, они даже разные цветами. Желтенький, зелененький и какой-то серо-бурмалиновый. Соответственно, и микс тоже мы можем крутить спокойненько. Чуть позже я на них на всех поиграю. Далее, соответственно, дилей. У него мы можем настраивать тайм. Конечно же, нету никакого тап-темпа, никак мы не можем настроить себе более точно этот дилей, ни длительностями разными, ничего. Ну, а что вы хотели? Педаль-то это не то, чтобы прям супер дорогая. Также у дилея есть 3 разновидности. Самая последняя секция – это модуляция. В модуляции мы можем выбрать скорость модуляции и, опять же, 3 разные модуляции. Если я не ошибаюсь, здесь хорус фленджер и тремоло. Самая последняя, самая интересная секция – это усилители. Вот. Ага, интересно. Вот сейчас в прямом эфире вы наблюдали, как у меня девайс сам по себе просто реконнектнулся. Ни разу такого не было. И вот опять загружено 9 усилителей, и сейчас мы их начнем трогать. Начнем мы с первого усилителя. Никакие настройки я не меняю. Кабинет выставлю тоже первый. Noise Gate вот так посерединке. Ничего, никаких ручек больше у меня не активно. Интересно. Первый усилитель звучит вот так. Попробуем что-нибудь поднакрутить. Давайте, пока у нас чистый сигнал, накрутим сюда немножко ревера. Включаю ревер, настраиваем микс, ну вот так. Пусть будет первый. Послушаем. Ну, ревер слышно очень даже хорошо. Уберем-ка его вот так на единичку.
Даже на единице мы отчетливо можем слышать ревер. Услышим ли мы разницу между двумя разными реверами? Ну, не знаю, скажите сами, есть ли разница. И последний ревер. Вот этот как будто самый глубокий, но слышите, как на единице его уже отчетливо здесь слышно. А что будет, если я сделаю вот так вот? Это даже не до конца. 128 здесь должно быть. Ну, по-моему, очень классно звучит Ambient. Несмотря на то, что этот дилей будет звучать в моно, звук у него достаточно приемлемый. Да, на записи я бы его никогда в жизни не использовал, но на репетиции или просто поиграть в наушниках, кайфануть очень даже да. Дальше, дилей, послушаем дилей. Первый из них. Ну, играет. Следующий. А здесь слышно, что дилей примешан с каким-то модуляцией. Возможно, какой-то фленджер здесь. Если сделаю больше микса. Ну, очень даже неплохо, даже с такой вот, с таким эффектом. Добавлю ревера сюда, ревер на половинку. Вполне очень годно. Мне кажется, я даже смогу записать на этом трек какой-нибудь. Если ждете от меня трек, записанный полностью на этом девайсе, ставьте лайк, пишите комментарий, и я его сделаю. Дальше последний дилей, который у нас есть. Послушаем его. Это слэпбэк какой-то такой, как будто бы это не дилей, а ревер. Хорошо, есть такой и замечательно. Модуляция. Первая модуляция. Послушаем. Вот этого я ждал от модуляции. Замечательно. Работает. Следующий эффект модуляции. Весьма прикольно звучит. Это фленджер, по-моему. И здесь у нас должно быть тремоло. Ну, для тремоло надо что-то побыстрее. Замечательно звучит, великолепнейшим образом. Мы послушали немного чистый сигнал. Давайте послушаем чуть-чуть сигнал, который более агрессивный. Вот я на 7-й усилитель переключаюсь, и здесь у нас... Звучит достаточно злобно. Переключу на 8-й. Тоже весьма агрессивно. 9-й.
Замечательно. И все это на первом кабинете. Разумеется, переключив кабинет, звук у меня поменяется абсолютно. Седьмой какой-то. Это все родные кабинеты, напоминаю. Какие-то, разумеется, подходят, какие-то не подходят. И заметьте, я не кручу никаких настроек, ни волюме, ни бас, ни так далее. Как вы понимаете, перебирая разные сочетания усилителей и кабинетов, мы можем с вами получить уйму разнообразных звучаний. От чистого звука до тяжелейшего металла. Разумеется, я не буду играть на всех усилителей, это очень долго. Продолжим изучать функционал вот этого приложения. Соответственно, что мы здесь не рассмотрели? Это сохранение пресетов. Ну, здесь очень просто. Если вы накрутили какие-то настройки, нажали «Сохранить», выбираете место, где нужно сохранить ваш пресет, нажимаете «Ок», пресет сохранился. Swap – это значит, вы можете поменять местами. Вот, к примеру, у меня пресет 1А настроен следующим образом. И у него есть и ревер, и дилей. Если я переключусь на пресет B, то у меня нету ни ревера, ни дилея. Обратно на А, у меня опять есть ревер-дилей. Я захочу их поменять местами, выбираю, какой на какой менять. И все, замечательно, пресеты сохранены. Теперь у меня в А нет дилея и ревера, а в Б они есть. Ну, достаточно просто это делается. Также вы можете импортировать какой-либо пресет, скачанный из интернета, или если у вашего товарища есть такой же процессор, вы можете у него попросить его настройки. Соответственно, вы можете экспортировать свой пресет, либо вы также можете импортировать или экспортировать целый набор всех своих пресетов. И последняя функция вот на этой панели у нас осталось восстановление к настройкам, заводским настройкам. Давайте рассмотрим самое интересное. Позагружаем разных усилителей и кабинетов. Так как я, переходя вот в эти две вкладки, вижу, что здесь совершенно пусто. Никаких усилителей и кабинетов у меня здесь нет, потому что я их не загружал. А чтобы их загрузить, вы можете пользоваться, в принципе, любыми сторонними кабинетами или усилителями. Но мы пойдем сейчас на сайт Mwavi и там скачаем. Заходим на сайт, нажимаем Community, и нас перебрасывает в вот такую штуку. Сортируем по самым скачиваемым. Как вы видите, здесь тонна разных пресетов, вот 218 страниц с загруженными кабинетами, эффектами и пресетами. Сори, не эффектами, эффекты вы загрузить и изменить не можете. Только кабинеты и только усилители. Послушаем вот такой Fender Super Pack. Посмотрим, что в нем есть. Вот такой здоровенный набор фендеровских усилителей. Есть даже басовый. Вот меня интересует Deluxe Reverb. Hot Rod тоже интересно было бы послушать. И вот столько файлов всяких разных. Можно, конечно, замучиться все это делать, но мы попробуем. Скачаем этот пак. Архив получился вот такого вида. Что важно отметить, это то, что пишут после точки. Это формат файла. Либо вот написано тип. Тип файла AM3 Data. Этот тип файла означает, что мы видим перед собой усилитель. Берем нашу программу. Где она? Вот она. Переходим в усилители и закидываем сюда. А вот тебе шиш. Драг-н-дропом сделать это не получится. Ладно, открываем. Усилитель Fender Deluxe Reverb. Открываем. Замечательно. Вот эта кнопочка Audition позволит, наверное, нам прослушать этот усилитель. Давайте попробуем сейчас сыграть то, на чем у меня настроена гитара. Это старые настройки. Нажимаем Audition. Теперь вы слышите, как звучит Fender Deluxe.
Очень даже неплохо. Вернемся сюда. Теперь попробуем загрузить кабинет. Выбираем Cab, нажимаем Open Local File и видим также название кабинетов. Среди них я ничего не понимаю, какой из них выбрать не знаю. Выберу наугад. Комната 1, вот такой вот мне нравится. Выбираем, нажимаем прослушать. И теперь у меня здесь горит желтеньким и здесь горит желтеньким. Значит, наверняка я слышу оба этих кабинета. Ага, я слышу уже, что поменялся звук. Нам нужно нажать не Audition, нам нужно нажать Save to Device. Нажимаем, какой слот из усилителей мы будем сохранять наш загруженный Fender. Мы будем его сохранять в первый слот. Первый слот, подтверждаем сохранение. И теперь, когда я перехожу на общее окно и выбираю первый слот усилителя, у меня должен звучать непосредственно Fender Deluxe. Все, замечательно, с этим разобрались. С кабинетом, я думаю, будет абсолютно то же самое. Нажимаем Save to Device и выбираем один из слотов, которые у меня есть в доступе. Также выбираю первый, нажимаю Confirm и теперь перехожу обратно в параметры, выбираю первый слот в разделе кабинетов и прослушиваем, как теперь звучит наши загруженные усилители вместе с кабинетом. На первый взгляд отличий нет. Выключим все. Попробуем потыкать кабинеты. Ну, разумеется, они отличаются. По-моему, звучит очень хорошо. А может ли этот процессор джентануть? Давайте перейдем и скачаем какой-нибудь пресет под названием Gent. 45 файлов. Brutal, Gent. Замечательно, модерн. И это у нас только кабинеты, не усилители. То ли я что-то не понимаю, то ли лыжи не едут, но ничего вообще не качает. Ура, нам удалось скачать вот такой замечательный усилитель. Здесь даже есть ссылка в YouTube. Судя по описанию, это какой-то Gent God. Мы его сейчас обязательно протестируем. Вот мы открыли наш файл, и он определился. При попытке сохранить я получаю вот такое уведомление, что значит нужно сначала прослушать. Нажимаем «Прослушать». И теперь я непременно сразу же сохраняю. Сохраню на самое последнее. Бам, бим, сохранили. Устройство по невидимым причинам решило зависнуть. Ну что, похоже, придется перезагружать компьютер. Проверим, остались ли у нас наши кабинеты и усилители. Кабинет остался, усилители остались. Вот он, добавленный мной последним джентовый усилитель. Я его прослушаю сейчас. Сам усилитель звучит неплохо, но чего-то не хватает. Давайте я его сохраню. Сохраню его в слот номер 9 и попробую покрутить настройки. Чего-то мне не хватает. Слишком много здесь басовых частот. Задерем высокие, задерем средние и послушаем еще раз. Вроде нормально. Мне кажется, что нужно просто загрузить соответствующий кабинет. Потыкаем между кабинетами.
Звучит это дело очень даже годно, но не хватает грелки, то есть какого-либо овердрайва перед этим усилителем, что часто и делается. Вот, нужно учитывать то, что в этом процессоре, в этом Tank G нет такой возможности поставить перед усилителем какую-то грелку. То есть вы берете усилитель и вот пользуетесь тем, что есть. Хоть вы сколько гейна накрутите, звучать оно будет, ну, как слышите, как оно звучит. В общем, залипнуть в этом девайсе можно с головой. То есть это я сейчас только один прослушал вот такой Gent усилитель, а их и здесь целое море, если учитывать не только по названию, а вообще в принципе рассматривать то количество возможных опций, то здесь можно просто каждый день себе находить какие-то звуки. Что в итоге хочется отметить с опыта использования этого девайса на компьютере? Иногда, как вы видели, оно зависает, иногда перезагружается. Надежность у него под вопросом. Но это может быть косяки драйверов, косяки Windows, понятия не имею. Вот все записывал так, как записалось. Не думаю, что кому-либо для профессиональной записи потребуется использовать вот такой маленький девайс. Поэтому мы переключимся на мобильную версию этого приложения и посмотрим, какими функциями оно нам дает пользоваться. И для начала нам нужно включить Bluetooth на этом замечательном девайсе. Написано, что нам нужно удерживать так же, как и для тюнера, вот эти две кнопочки. Удерживаем их. Теперь попробуем подключиться к этому девайсу в телефоне. Я вот уже к нему подключался, у меня определился, вот он, Tank G. Давайте попробуем подключиться. Подключиться не удается, по всей видимости, потому что нужно подольше подержать вот эти две кнопки. Обратно вернемся сюда и подержим подольше. Все, зеленое заморгало, значит мы включили Bluetooth на нашем танке. Подключаемся снова. И теперь видим, что телефон нашел наш танк. Включаем заранее скачанное приложение, и нам пишут, что сейчас ничего не получится. А если я нажму сюда и нажму скан, и определился наш танк. Все замечательно, танк определился. И теперь мы видим, как выглядит настройка в приложении. Чуть более компактно. Снизу у нас находится секция с параметрами, кабинетами. А кабинетов здесь море, потому что я уже пользовался и скачивал этих кабинетов. Соответственно, также у нас есть усилители. Усилителей тоже у нас здесь уже целая куча. Почему так? Потому что пользоваться приложением немножко попроще. Но опять же, если мы хотим вызвать тюнер, тюнера здесь я не наблюдаю. То есть ревер есть, крутилки у ревера есть. Они не очень удобные, но тем не менее они имеются. Также дилей, также модуляция, усилитель со всеми сопутствующими элементами настройки. Есть шумодав и выбор кабинета обязательно, куда же без него. Те же самые функции, возможность сохранить. Также мы можем вызвать дополнительное меню, чтобы поделиться. Снова есть у нас loopback. Не знаю, зачем он встроен в телефон, но он есть. Лучше вместо него поставили бы тюнер. А почему у меня так много всяких разных кабинетов и усилителей? Потому что здесь в приложении этим пользоваться намного удобнее. То есть, к примеру, вы берете, также смотрите, например, сортировку ставим по самым загружаемым. Вот мы видим, басовый даже есть комбики, Vox есть. Вот я захотел Vox, например, бомбим, нажал сохранить. Все, пошел процесс загрузки. И эти усилители добавятся в ваше приложение сразу же. Только почему-то загрузка у меня сейчас не идет. Неизвестные причины какие-то, я не знаю. Ни VPN, ничего такого у меня не включено. Но, поверьте, оно загружается. Как выбирать разные кабинеты и усилители в приложении? К примеру, я зашел в кабинет и хочу какой-нибудь Brutal 7. Нажимаю Audition, Sending Data. Затем я нажимаю Save to Device. И опять же я выбираю один из слотов. Допустим, второй слот. Подтверждаю.
Перехожу в усилители. Усилитель, я вижу вот такой вот замечательный дизель. Нажимаю Audition. И теперь Save to Device. Опять 9 слотов. Загрузим на 8. Загрузили. Все, замечательно. Теперь, когда я буду настраивать общий звук, я должен буду для настройки своего кабинета выбрать 2, как здесь стоит, а для усилителя мы выбираем номер 8. Все, готово. Я его сохраню на пресет 1А и перейду снова на ПК, чтобы записать этот звук. Потому что одновременно использовать приложение в телефоне и пользоваться девайсом как записывающим устройством для компьютера не получится. Когда я перешел в приложение на телефоне, у меня приложение на компьютере выдало вот такую надпись «Переподключитесь». Выключаем Bluetooth на нашем девайсе, долго удерживаем 2 кнопочки в центре, зеленая кнопочка пропала, и теперь нужно либо включить-выключить наш девайс, ожидаем, когда подключится к приложению. Не подключается. Закроем приложение. Не хочет он видеть теперь наше устройство по какой-то причине. Давайте сделаем еще раз. Выключаем девайс, закрываем приложение, включаем девайс, открываем. Ничего не получится, потому что он мне пишет вот такую картину. Как вам? Нормально? До этого у меня уже такое происходило. Мне пришлось перезагрузить компьютер. Вот такие дела. В общем, а что я хотел за 3000 рублей? В итоге, если не брать в расчет небольшие косяки по программному обеспечению, не совсем удобное приложение, отсутствие возможности включить тюнер в приложении и в телефоне, все остальное просто супер. Нас же интересует звук, правильно, а звук здесь достаточно хороший. И возможности загружать усилители и кабинеты – это просто супер кайф. Да, качество эффектов здесь не очень, но это все перекрывает его стоимость. Так что я ставлю лайк этому девайсу. Очень хорошая штука, особенно для новичков. Да и не только. Она подойдет и профессионалам, всем тем, кто интересуется гитарой, гитарными девайсами. Что-то новое, что-то интересное. А что вы думаете, стоит ли оно вообще своих денег? Я считаю, что стоит. Ну вот и подошел к концу обзор этого девайса. Оставляйте свои комментарии. Если я где-то ошибся, а это 100% возможно, то можете смело написать мне об этом. Также, если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте свои комментарии. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь будет еще больше всяких музыкальных штук. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.